Всем привет! Вы на канале Pinball Russia, меня зовут Фуза, это псевдоним, если что. И сегодня первый пилотный выпуск на нашем канале, и в целом это первый канал в России, посвященный тематике пинбола. Я немного расскажу о себе и то, о чем будет этот канал. Я думаю, многие из вас знакомы с пинболом еще со времен Windows XP, когда одна из 4 стандартных игр была игра в пинбол. Пинбол частенько проскакивает во многих американских фильмах и является огромным пластом культуры в США и Европе. Я играю в пинбол уже более 6 лет и являюсь одним из опытнейших игроков в России, а моя коллекция одна из крупнейших в нашей стране. Все началось с поездки в США, где я случайно, гуляя по Нью-Йорку, забрел в какой-то скейтерский магазин и обнаружил там автоматы для игры в пинбол. Я не знаю, что меня так заинтересовало в этих автоматах, но я залип на полчаса, а то или даже на час. Я абсолютно не понимал, что происходит на поле. У меня был то один шарик, то сразу 4, и я не знал, что с ними делать и куда их бросать. Я просто тупо стучал лапками, чтобы не потерять эти шарики. После я начал искать локации в Нью-Йорке, где уже было много игровых автоматов. Я приходил туда, но я не понимал всей сути. Я просто играл, и я не знаю, меня почему-то это завораживало. Все эти моргающие лампочки, стучащие механизмы. Мне всегда казалось, что за этим есть что-то большее, чем просто стучать и разбрасывать шарики в разные стороны. Вернувшись в Россию, я начал интересоваться, а есть ли что-то подобное в нашей стране, но, как оказалось, ни автоматов, ни каких-то заведений, куда можно было прийти поиграть, на тот момент не было. Совершенно случайно я обнаружил объявление о продаже пинбола в другом городе, собрался и поехал за ним. И так в моей коллекции появился Гран-при от Штерн. Но это не значит, что я как богатый Буратино просто скупаю готовые игровые автоматы. На самом деле их состояние в России крайне плачевное, и приезжают они в очень печальном состоянии. Типа такого или такого. И я их реставрирую от и до, чтобы в конечном результате они выглядели вот так. Кстати, автомату на фото 31 год. Проводя время за игрой в пинбол, я начал замечать определенные закономерности. Например, попадание в один из секторов могло увеличивать умножение в конце раунда, а другой мог запускать миссию либо задание. И я стал понимать, что игра превращается из хаотичного разбрасывания шариков в разные стороны в целую продуманную сюжетную линию. Чем больше я играл, тем я больше понимал, что у всего у этого есть правила. Как оказывается, правила есть и у старого советского пинбола. Он выглядит вот так. Я не знаю, кстати, какой это вариант, настенный или настольный. Напишите в комментариях, если у вас такой был. Здесь вы тянете за пружинку, пуляете шарик. В зависимости от того, в какой из секторов попадает шарик, столько очков вы зарабатываете. Чем сложнее попадание, тем больше очков. Эта штука, конечно, мало чего общего имеет с аппаратами, стоящими за моей спиной, но в Советском Союзе мы развлекались как могли. Давайте теперь рассмотрим немного более сложный вариант и пример, как открыть режим мультибол на автомате Марс атакует. Итак, в первую очередь вам нужно попасть в сектор Light Lock. После этого вы увидите стрелки Lock 1, Lock 2 и Lock 3, которые будут моргать постоянно. После первого попадания в этот же сектор вы увидите стрелку Lock 1, которая будет гореть постоянно, и сообщение на экране, что первый шар заблокирован. После второго попадания вы увидите стрелку Lock 1 и Lock 2, горящую постоянно, и сообщение о том, что второй шар заблокирован. После третьего попадания вы увидите короткую анимацию и начнется режим мультибол. Этот пример показывает, во-первых, что режим мультибол — это режим игры, в котором вы играете 2, 3 или 4 шарами. А, например, второй вывод, который можно сделать из этого, это то, что любая иконка, которая горит на поле, показывает то, что вы уже открыли либо выбили. Любая мигающая иконка показывает то, что вы можете открыть или выбить. И любая не горящая иконка — это то, что в данный момент недоступно. Надеюсь, этот пример показал то, что все, что есть на поле, имеет значение. Но давайте вернемся к общей теории. Многие из вас, кто видел пинбол вживую или даже играл в него, могут сказать, что шар на поле — это абсолютно неконтролируемый объект. И это самое главное заблуждение, ведь причина проигрыша шарика заключается лишь в том, что вы теряете над ним контроль, чему предшествуют ошибки, допущенные до этого момента. Я, как и многие начинающие игроки в пинбол, сначала играл вот так. Сейчас я играю вот так. Весь кайф игры в пинбол заключается в том, что это чистая механика. Это не компьютерная симуляция, это физика. Ведь каждый раз шарик отскакивает по-разному. А ваша задача — понять, в какую сторону он полетит, предугадать его траекторию, остановить и стараться не допускать ошибок. Чтобы быть неплохим игроком в пинбол, вам нужно придерживаться всего лишь нескольких правил. Первое и самое главное, вам нужно полностью контролировать все, что происходит на поле. Нужно быть максимально сконцентрированным, нужно понимать, что и для чего вы делаете, и стараться не допускать ошибок. Потому что ошибки приводят к тому, что шар будет попросту улетать с поля. Второе, вам нужно знать правила каждого конкретного пинбола. Ведь все автоматы разные.
Они имеют разную геометрию поля, разные правила. Многие из них имеют идентичные элементы, но в каждом конкретном пинболе они выполняют определенную функцию. Обо всех тонкостях пинбола мы поговорим в последующих выпусках. По таймингу хотелось бы минут 5-15, в зависимости от объема материала, чтобы, придя с работы, за порцией свежесваренных пельмешек вы могли отвлечься и переварить как пельмешки, так и полученные знания о пинболе. Мы поговорим об устройстве автоматов, обо всех объектах на поле. Я буду показывать такие фишки и трюки, которые помогут вам лучше контролировать шар. Мы будем делать обзор на каждый конкретный автомат, где будем рассматривать его геймплей и правила. Я покажу, как реставрируются и ремонтируются эти автоматы. Иногда тематику пинбола мы будем разбавлять и аркадными автоматами, поскольку это тоже большая часть культуры. После того, как на канале будет достаточно подробно изложены базовые знания о пинболе, мы будем проводить воскресные лайвстримы, где будем играть на пинболах в прямом эфире. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски и будущие стримы. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, что вам было бы интересно узнать о пинболе. Еще подписывайтесь на наши социальные сети, ссылки оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр, скоро увидимся. Пока!